Всем добрый день, меня зовут Олеся, рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня хочу приготовить профитроли, но немножечко необычным способом, так как их готовят здесь, в Сербии. Здесь они называются принцесс крофне. Готовят их не на сливочном, как мы привыкли, а на растительном масле. И для приготовления нам потребуются следующие продукты, которые вы видите на столе. Пол-литра молока, 3 желтка, 130 грамм сахара, 75 грамм масла и 75 грамм кукурузного крахмала, 2 пакетика ванильного сахара, 20 грамм. Берем ковш, я его уже ополоснула. Молоко вливаем в ковш и сразу ставим на плиту. Соединяем сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал. Картофельный не используйте. У кукурузного крахмала немножечко другие свойства. Он более такой прозрачный, что ли, результат дает, без всякого привкуса и запаха. Все соединяем. Предварительно соединяем сухие компоненты для того, чтобы не было никаких комочков. Крахмал с сахаром очень хорошо разбивается в такую вот воздушную массу, посмотрите. И сейчас немножечко вольем теплого уже молока, и не будет никаких комочков. Вливаем часть теплого молока, примерно половину, 1 стакан. Смотрите, как все замечательно размешалось, нет ни единого комочка. И только потом добавим 3 желтка. А так все замечательно получается. Вливаем подготовленную смесь в остатки молока. Молоко, как я уже сказала, нагрела до теплого, градусов до 40-50. И возвращаем на плиту. Ставим на плиту. Я ставлю сначала на высокий огонь. И прогрев немного, сразу же снижаю. Никуда от этой массы не отходим, постоянно помешиваем. Она очень быстро начинает густеть. Видите, сразу со дна. Можно сразу потом, как только начала густеть, выключить плиту, если у вас электрическая плита. И даже приподнимаю я, чтобы успеть размешать хорошо комочки. Активно перемешиваем крем. Как только загустел, снимаем с огня. Я еще раз его хорошенько взбила венчиком. И добавляю сразу же в горячий крем сливочное масло, нарезанное кубиком. Хорошо перемешиваю и уже только потом перекладываю в другую посуду. Накрываю пленкой в контакт, чтобы крем остыл и на нем не образовалась никакая корочка. Очень красивый, хороший глянцевый крем. В принципе, он уже готов. Готов для использования полностью, но можно еще его украсить. Потом покажу как. Теперь займемся приготовлением теста. Берем 200 мл воды, 100 мл растительного масла, 150 грамм муки, это 1 мерная чашка. Яйца будем использовать по потребности от 4 до 4,5-5. Поэтому я беру 4 яйца, средний вес у меня 55 грамм. И 1 яйцо дополнительное, контрольное, как я говорю. Чайную ложечку сахара, можно сразу всыпать ее к воде. И щепотку соли, четверть чайной ложечки. Берем ковш, всыпаем воду с солью и сахаром и растительным маслом. Ставим на плиту, доводим до кипения. Как только закипит, будем всыпать муку. Я поставила ковш на плиту. И всыпаю сразу же в один прием всю муку. Для начинающих можете снять в этот момент ковш с плиты совсем, чтобы успеть хорошенько перемешать, чтобы однородная масса, смесь получилась без комков, без всяких. Я просто приподнимаю и быстро активно перемешиваю лопаткой, как бы растирая муку. Возвращаю на плиту на средний огонь и начинаю заваренное тесто прогревать. Прогреваем в течение нескольких минут, как минимум 3 минут, то есть не сразу всыпали и заварилась мука и сняли с огня, нет. Тщательно прогреваем ком теста, от этого будет зависеть конечный ваш результат. И переворачиваем, растирая лопаткой тесто, чтобы оно равномерно прогревалось, заваривалось. И по ходу заваривания оно станет как бы таким стеклянным. Здесь очень важно тщательно его прогреть, как я уже сказала. И посмотрите, должна образоваться на дне ковша вот такая вот белая пленочка, белая поверхность. И когда вы проводите лопаткой, растягивая как бы тесто по дну ковша,
Тесто должно растянуться в такую тоненькую пленочку и вздуться вот такими вот, посмотрите, пузырями. Это означает, что тесто готово. Еще немножечко его поперемешивайте равномерно, все соберите. Оно станет такое однородное, похожее на пластилин. То есть ком теста будет такой однородный. И вот посмотрите, как выглядит готовое заваренное тесто. На дне хорошая плотная корочка. Я сняла и еще немножечко поперемешиваю его в горячем ковшике, в горячей посуде. И только потом перекладываю для того, чтобы оно охладилось. Не бойтесь, вот эту корочку очень легко отмыть. Просто сейчас вынимаете тесто, заливаете немножечко воды в ковш, в горячий, и каплю средства для посуды ставите на плиту, и оно само все отходит. Даже ничего, никаких усилий прилагать не придется, оттирать и так далее. Тесто охлаждаем до теплого, просто опустите палец, чтобы было вам приятно взять кусочек теста в руку. И взбивая миксером, начинаем добавлять по 1-4 первые яйца. Обычно они уходят все полностью, это стандартно. Взбиваем тщательно каждое яйцо. Я немножечко сократила для видео этот рутинный процесс, но каждое яйцо тщательно взбиваем. Посмотрите, какой структуры в итоге должно получиться тесто после добавления 4 яиц. Как его проверить? С лопатки должен получиться язычок или с миксеров, с венчиков. Между двумя пальчиками можно проверить, растянуть. Видите, оно рвется еще. Можно добавить еще немного яйца. Обычно это либо четверть, либо половина от 5-го яйца. Для начинающих лучше сделайте тесто чуть-чуть погуще. Если вы его испортите, потом его уже ничем не исправить. Разве что делать еще одну часть заварного теста. Добавлением муки это тесто не исправляется, запомните это. Поэтому аккуратно от 5-го яйца добавляем по чуть-чуть. Я уже видела структуру, добавила примерно половину 5-го яйца и тщательно перемешала. Посмотрите, тесто, такой язычок с лопатки хороший свисает. Тесто не должно ни в коем случае у вас вытекать из кулинарного пакета, из которого вы будете отсаживать пирожное. Выкладываем тесто в кулинарный пакет. Насадку можно использовать любую: открытую звезду, закрытую звезду, повернутую звезду с поворотами, я имею в виду. Тщательно подбираем тесто в мешке при помощи лопатки и начинаем отсаживать. Желательно использовать хорошую бумагу с силиконовым покрытием, чтобы не подлипало потом ничего. Здесь это пирожное отсаживается достаточно крупное, я бы сказала огромное. Ну, это уже ваш выбор, ваше желание. Я отсаживаю так, как делают здесь, такие огромные пирожные. Они еще сейчас в духовке увеличатся в объеме более чем в 2 раза. Поэтому на расстоянии друг от друга желательно их отсаживать. И выпекаем хорошо разогретой на 200 градусов духовки. Духовку во время выпечки ни в коем случае не открываем. По крайней мере, первые минут 20. Это точно. Можно открыть через 20 минут, выпустить излишки пара. Я так обычно делаю и температуру при этом не снижаю. Выпекаю при 200 градусах около 30 минут. Потом ближе к концу пару раз могу открыть духовку, чтобы избавиться от излишков пара. И посмотрите, какие замечательные заготовки получаются. Они должны издавать вот такой глухой звук. Это значит, что они хорошо готовы, хорошо пропеченные. И обычно их остужают и разрезают полностью, срезают шапочки им. То есть не наполняют внутрь, как у нас принято, а срезают полностью шапочку, чтобы выложить достаточно большое количество крема. Крем я хочу еще украсить сливками. Взбиваю сливки с 1 столовой ложечкой сахарной пудры. Сливок берите 100-150 мл. Сливки взбиваем хорошо охлажденные, как вы все знаете, до устойчивых пиков. Взбиваем подготовленный, хорошо охлажденный заварной крем. Вы могли его использовать в чистом виде. Как я уже сказала, этот крем полностью готов для использования. Но я еще добавила для нежности сливок и просто перемешала миксером. Наполняем
полученные заготовки, достаточно обильно заполняем кремом. И последний штрих – сахарная пудра. Желательно их хорошо охладить перед подачей, чтобы они приобрели свой выраженный вкус. Готовьте с удовольствием вот такие вот огромные, вкусные, насыщенные пирожные и в то же время легкие, не тяжелые получаются. Посмотрите, какие они получаются на разрезе. Приготовьте, попробуйте. Я думаю, вы будете в восторге. Это очень вкусное пирожное. Всем вкусной выпечки. Поддержите меня пальцами вверх. Оставьте комментарий, чтобы поддержать мой канал. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!